все ищем мечту. От пациентки. КТ было сделано для ортодонта. Ранее, более 15 лет назад, мне по рентгену оставили остеому черепа, далее ее подтверждали на МРТ 5 лет назад. Не увеличивается, всегда была такая крупная, измеряю иногда линейкой по голове. Сейчас появились слабовыраженные головные боли с самого утра, возможно, на нервной почве, сейчас сильный стресс. Раскрыла данное КТ и увидела также черное пятно в области затылка. Прошу оценить череп, подтвердить или нет остеому, и, возможно, еще что-то, что может давать боли. Черное пятно, что это? Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 36 лет, дата исследования 10 сентября 2024 года. Область исследования – кости черепа. Представлено сканирование только в костном окне, субоптимального качества из-за множественных артефактов. Проведено МСКД-исследование головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. В правой теменной кости визуализируется участок локального утолщения наружного кортикального слоя, размером 40 на 37 на 12 мм. Контур его ровный, четкий, прилежащая костная ткань интактна. В остальном кости свода и основания черепа не изменены. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не определяются. Заключение. КТ-картина образования правой теменной кости более вероятно остеома. 4 февраля 2025 года. КМН, доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Образование – это типичная остеома. Как правило, такие образования растут крайне медленно, и обычно с ними ничего не делают. В остальном, кости черепа не изменены, каких-то других образований я не вижу. А по поводу головных болей, я бы рекомендовал сделать МРТ головного мозга.